Ты слушаешь Радио Мария. «4 марта в прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Террористы Хамас не согласятся на сделку по освобождению заложников без согласия Израиля на прекращение войны в секторе Газа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в группировке. Напомню, что ранее Хамас отказали Израилю в требовании предоставить список заложников, которые остались в живых. Это условие, без которого еврейское государство не будет продолжать переговоры. Главные новости Израиля. Тем временем высокопоставленный боевик Хамаса был уничтожен в результате авиаудара в центральной части сектора Газа. Согласно совместному заявлению ЦААЛя, Махмуду Абед-Хаду было поручено вербовать новых боевиков Хамаса. В ЦААЛе Шабак заявляют, что Хад также участвовал в сборе средств для военной деятельности группировки. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Израиль не прекратит войну в секторе Газа, пока Хамас не будет полностью ликвидирован. Цитирую: «Террористам помочь некому. Это только вопрос нашего решения, о чем мы позаботимся в первую очередь. Мы не закончим эту войну, не уничтожив Хамас. Хамаса как правящей организации не будет, но на это потребуется время», добавил министр обороны Израиля. 3 марта сирена Цеваадом звучала в Верхней Галилее из-за подозрительной воздушной цели, вошедшей в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана. Об этом сообщает ЦААЛь. По цели была выпущена ракета-перехватчик. Пострадавших в результате инцидента не было. Главные новости Израиля. По сообщению 14-го телеканала израильского телевидения, пресс-секретарь ЦААЛя Даниэль Агари уходит из армии в разгар войны. Армия обороны Израиля пока не комментирует якобы написанное заявление Агари о своем уходе из армии. Новая война в Израиле. После заявления министра обороны Йоава Галланта, что мужчины харидим должны наравне со всеми служить в армии, вчера харидимское сообщество объявило свою войну службе в ЦААЛе. Перекрытие дорог, столкновения с полицией, десятки задержанных – это результат протеста мужчин-ультраортодоксов, не желающих служить в армии обороны Израиля. Напомню, что последнее время харидим были фактически освобождены от службы в армии в пользу изучения религии. Полиция Израиля сообщила, что только поздно вечером 3 марта им удалось разогнать акцию протеста харидим, которая на 3 часа перекрыла главную автомагистраль с севера на юг возле Бней-Брака. Харидим вступили в столкновение с полицией, в том числе выкрикивая правоохранителям, что они настоящие, цитирую, нацисты. Трамвай в центре страны не работал в Петах-Тикве, многие люди попали в заторы и не решили свои дела. Протестующие харидим, которые, по их словам, начали войну, держали плакаты с надписями, цитирую: «Мы сообщим высшему суду, нас посадят в тюрьму из-за армии», или же «Мы умрем, но не вступим в армию». Конец цитаты.
В выпуске «Хадашот» 12-й телеканал сообщает, что на севере страны глава харидимской организации подвергся вандализму. На его автомобиле неизвестные написали слово «паразиты». Термин, который иногда используется для высмеивания мужчин харидим за их отсутствие вклада в жизнь общества. Но на самом деле глава харидимской организации из севера страны служил в ЦАЛе и использовал свою машину для доставки еды солдатам ЦАЛя. На прошлой неделе Управление кадров армии обороны Израиля сообщило комитету Кнессета, что около 66 тысяч молодых людей из ультраортодоксальной общины получили отстрочку от военной службы за последний год, что, как сообщается, является рекордом за всю историю. Армия обороны Израиля прокомментировала, что жители сектора Газа предоставили достоверную информацию о судьбе некоторых заложников и получили за это финансовое вознаграждение. Вчера же вышел 5-й номер газеты «Цаля» на арабском языке, содержащий интересные подробности, переданной от граждан Газа информации о судьбе некоторых израильских похищенных. Цитирую. В одном случае гражданка Н, мать 4 детей, дала информацию о судьбе некоторых заложников. После того, как было доказано, что предоставленная ею информация достоверна, она получила денежную сумму, которая поможет ей выжить в предстоящий период. В другом же случае безработный молодой человек из Газы предоставил важную информацию о похищенных. После того, как было доказано, что предоставленная им информация достоверна, он также получил денежное вознаграждение. Это была цитата. В материале The New York Times издание сообщает о неком еще не опубликованном докладе Организации ООН по делам палестинских беженцев в секторе Газа. Агентство ООН по делам палестинских беженцев обвиняет ЦАЛь в жестоком обращении с сотнями палестинцев, задержанных в секторе Газа и доставленных в Израиль для допроса. В The New York Times также говорится, что в неопубликованном отчете агентства ООН утверждается, что некоторых задержанных раздевали, грабили, завязывали глаза и лишали доступа к адвокатам и врачам, часто на срок более месяца. Все это использовалось якобы для получения информации или признаний, для запугивания и унижения, а также для наказания. В ЦАЛе заявили, что любое жестокое обращение абсолютно запрещено, а также отвергли все обвинения, заявили, что расследуют любые жалобы на неподобающее поведение, говорится в докладе. Напомню, что агентство ООН по делам палестинских беженцев находится под следствием после того, как стало известно, что его сотрудники принимали участие в нападении Хамаса на Израиль 7 октября. Также под штаб-квартирой агентства ООН в Газе находилась комната Хамаса. После этих сообщений многие страны-доноры приостановили финансирование агентства ООН. Видимо, теперь агентство решило хоть как-то отомстить Израилю, публикуя разные ложные материалы против ЦАЛя. Главные новости Израиля. В выпуске «Хадашот» общественная телерадиокомпания Израиля «Кан» показала фрагмент аудиозаписи, на которой слышно 3 заложников Хамаса, которых в декабре прошлого года военные ЦАЛя не смогли опознать как заложников и открыли по ним огонь. Тогда мы рассказывали, что 3 заложников Хамаса смогли сбежать от террористов, даже выходили к нашим военным с белым флагом, оставляли послание, написанное кетчупом на стене, что здесь они и чтобы их спасли. Но, к сожалению, спасти их не удалось. Напомню, что аудиозапись, которую опубликовал Кан, была обнаружена через несколько дней после гибели заложников. То есть солдаты ЦАЛя не смогли ее посмотреть, поскольку собаку с камерой, которая и сняла эту запись, ликвидировали террористы. Доступа к видео не было. Если бы собака смогла вернуться, военные услышали бы, что на кадрах есть голоса пленников, и они на иврите просили спасти их. «Помогите, мы заложники, мы у лестницы, под лестницей, пожалуйста, помогите». Давайте послушаем оригинал записи с камеры, которая смогла записать призыв о помощи заложников.
По данным расследования ЦАЛЯ, солдаты слышали из здания крики «Помогите на иврите», но полагали, что это была попытка Хамаса заманить их в засаду, поскольку Хамас использует записи людей или младенцев, чтобы заманить ЦАЛЬ в засаду. Еще раз напомню, что именно когда солдаты слышали голоса заложников, они не видели видео, которое ранее сняла собака с камерой, поэтому и открыли огонь в момент выхода к ним заложников. Главные новости Израиля. Министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц прибыл вчера в США перед серией встреч с высокопоставленными чиновниками, сообщает его офис. После поездки в Вашингтон Ганц планирует полететь в Лондон и встретиться с министром иностранных дел Дэвидом Кэмероном, а также с другими официальными лицами. Пока премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху болен легким гриппом, Ганц уехал в США. Напомню, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разгневан тем, что Ганц поехал в Вашингтон без его одобрения. Продолжаются главные новости Израиля в прямом эфире на радио Нария. Нашей радиостанции нужна ваша поддержка. Поддержать радио Нария очень просто. Поставьте лайк этому видео, напишите свой комментарий, а также подпишитесь на наш канал. Ваши подписки, комментарии, лайки помогают продвижению и развитию нашей радиостанции. Также не забывайте под видео нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий прямой эфир. На нашу радиостанцию осуществляют атаки недоброжелатели. Чтобы не потерять связь с нами, подпишитесь на наш резервный YouTube-канал. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Если же мы не сможем выйти в прямой эфир на основном канале, на котором вы сейчас смотрите эти новости, эфиры начнут выходить на резервном YouTube-канале. Правда, которую мы говорим, многим не нравится. В городе Нария на севере страны обнаружена женщина без признаков жизни, сообщили в полиции Израиля, добавив, что есть подозрение, что ее намеренно лишили жизни. Тело женщины было обнаружено на рабочем месте. Никаких дополнительных подробностей в заявлении не приводится. Также стало известно, что погибшая была швеей и работала в городе Нария. Главные новости Израиля. И завершаем выпуск трагической новостью от армии обороны Израиля. Разрешено к публикации. Вчера вечером в бою на юге сектора Газа пал Денис Якимов. Ему было 33 года. Денис Якимов окончил колледж в Беэр-Шеве, работал по специальности. У Дениса осталась семья, его маленькая дочь уже не увидит папу. Дениса Якимова похоронили 3 марта на военном кладбище в Беэр-Шеве. Светлая память. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова с вами в прямом эфире. До встречи.